Наташ, я один пойду в ресторан. Поставил перед фактом жену Сергей. В смысле, Сереж? У тебя ведь день рождения. Что скажут гости? Жена должна быть с мужем. Или не так? Улыбалась Наташа, не понимая ничего. Мужчина поправил галстук и улыбнулся своему отражению в зеркале. «Ладно, только оденься прилично», — сказал Сергей, бросив косой взгляд на жену. Тут уже Наташа развернулась к нему и посмотрела на мужа. Что на него нашло? Что значит твоя фраза? То есть значит, Натусь, я тебя люблю, ты меня устраиваешь. Но это не просто домашние посиделки с подружками. В ресторане будут мои коллеги, мой начальник. Давай обойдемся без твоих цветастых кофточек. Лучше вообще что-то однотонное надень и темное, чтобы бока скрывало. А еще лучше дома посиди один вечер. Все равно на выходные родня придет, и отметим еще раз. Я не должен тебя таскать с собой везде только потому, что мы женаты. Выдал муж. Сказать, что Наташа обиделась, ничего не сказать. Сергей извинился за резкость, но указал жене на очевидное. Она немного прибавила в весе, стала реже уделять себе внимание. Говорил, что переживает за жену и всего-то. Позаботься о себе, Натусь. Хочешь, денег тебе дам на все эти ваши процедуры? Подмазывался Сергей, но Наташу уже накрыла обида. Раньше тебя все устраивало. Ты меня описал как какую-то безвкусную толстую тетку. Я, между прочим, на йоге и танцах 5 кило скинула. Вспылила Наташа. Но как ни старался Сергей, Наташа сказала, что непременно пойдет на его праздник. Но настроение перед работой было все равно испорчено. У начальницы отдела кадров сегодня был праздник. Она удачно продала домик мамы, который достался ей в наследство. Но Наташа немного опоздала на работу и официальную часть поздравлений Кикиморы пропустила. «Наташа, там тортик наша Кикимора принесла. Ты чего не пробуешь?» – спросила Алла Александровна свою коллегу. «У мужа сегодня юбилей. Мы будем отмечать в ресторане. Не хочу аппетит портить». Улыбнулась та в ответ. Алла посмотрела как-то странно на женщину, а потом, вздохнув, добавила. «Наташенька, это, конечно, не мое дело, но я вчера видела твоего Сережу с какой-то дамой». Брови Наташи поползли вверх от удивления, а Алла, испугавшись, добавила, что, наверное, ей показалось, и это был не Сергей, а просто похожий на него мужчина. «Аллочка Александровна, он ведь у меня рыжий, второго такого нет. Скажите, где вы видели его и с кем?» В коридоре было душно, и Наташа с Аллой вышли на улицу, забыв о тортике и о начальнице с говорящим прозвищем Кикимора. Наташа едва держалась на ногах, слушая Аллу. Любопытная сотрудница выдала все. Место встречи, кафешка возле Сережиной работы. Время – около 7 вечера. Как раз когда мужа задержал начальник. Но по описанию спутницу Наташа не узнала. «Блондиночка такая, ухоженная», – хмыкнула Алла. «Ну, подробно я не видела. Она спиной сидела ко мне, а вот Сережа лицом. Правда, потом и его не было видно. Они за ручки держались, Наташа», – траурным голосом добавила коллега. Жара давила так, что испариной покрылся лоб. Наташа решила даже, что у нее давление подскочило от переживаний. Алла отреагировала быстро и повела женщину внутрь, дала ей воды, но легче не становилось. «Я надеюсь, что вы ошиблись, Алла Александровна. Прошу вас, никому не говорите», – дрожащим голосом выдала Наташа. Ей было неимоверно стыдно. Вчера вечером ей не здоровилось, и сразу же, придя с работы, Наташа прилегла и уснула. Муж вернулся поздно, сам приготовил себе ужин, быстро поел,
скинул грязные вещи в корзину для белья и улегся почему-то на диване. О том, где был Сережа, так и не сказал, отделался фразой о каком-то важном задании начальника. А утром Наташа едва не проспала на работу, и кроме упреков Сергея, он снова ничего ей не сказал. «Наташа, я никому не скажу, что ты? Да я ошиблась, без очков ведь была. И мало ли рыжих мужчин в нашем городе. И это был не Сергей, а какой-то тип с молодой девицей. Девица точно молодая. Такая у нее фиолетовая заколочка в волосах, такая смешная, бантик или бабочка». Рассмеялась Алла. «К чему вы это?» – спросила Наташа, отпивая еще немного воды из стакана. «Наташ, твой Сергей приличный мужчина, а это просто фифа какая-то, пустышка. Не стал бы он с кем-то крутить у тебя за спиной. Ты шикарная женщина, на месте мужа за тебя двумя нужно руками держаться», – поджала губы Алла. Вот только теперь Наташе было неспокойно, будто кто-то влез в ее жизнь и хорошенько там покопался. Она набрала номер мужа и уточнила, все ли остается так же с банкетом. Сергей сказал, что заедет за ней ровно в 6, и из дома они поедут в ресторан. Попросил не опаздывать, так как долго не будет ждать. Муж был, к сожалению, прав. Наташа любила Сергея, они прожили вместе более 10 лет, и она немного запустила себя. Но быстро собравшись с мыслями, женщина решила, что не все потеряно. А может, новость о какой-то девице рядом с Сергеем ее так подстегнула. Так или иначе, но Наташа отпросилась с работы пораньше. Она даже успела забежать к соседке в салон красоты недалеко от дома и сделать прическу, чтобы не ударить в грязь лицом перед коллегами мужа. Сергей прибыл вовремя и поднялся в квартиру, запыхавшись. «Где рубашка? Готова?» «Да, не ходи в обуви в прихожей, стой на месте. Я сейчас тебе все подам», — сказала Наташа и сама принесла супругу рубашку. Сергей сменил рабочую рубашку на парадную, накинул пиджак и еще раз пожаловался на жару. «О, ну хоть на человека стало похоже. Блонд надо освежить, Наташа». «Что? Ты с чего стал так разбираться?» – удивилась супруга. «Люблю тебя. Вот посмотрел наши старые фото. У тебя был платиновый оттенок раньше, а теперь желтый. Непорядок, Натусь. Нужно заняться собой. Ты же у меня такая красавица». Рыжий Сергей мурлыкал, как мартовский кот около жены, а Наташа даже обрадовалась. Любит ведь. Ну, конечно, это не его видела подслеповатая Алла. Не мог ее муж сидеть с какой-то фиолетовой заколкой. Супруг поторопил жену, и Наташа собралась очень быстро. Они уселись в машину, Сергей набрал адрес в навигаторе, и они покатились по вечерним пробкам. По расчетам мужа, к 7 они должны были прибыть в ресторан. «Прости за утренний разговор», — виновато сказал Сергей. «И еще, я хотел вчера поговорить, но ты так сладко спала, как куколка. Наташ, нам нужно определиться с твоей добрачной квартирой». «Зачем это?» — не понимая, спросила Наташа. Муж вдруг вспомнил о ее наследстве, которое ей досталось от мамы. Сейчас квартира пустовала, так как соседи постоянно жаловались на шум от квартирантов. «Ну, ты же говорила, что ваша Кикимора дом продала, а ты не хочешь продать свою двушку?» – поинтересовался муж. «У меня и покупатель есть, можем показать, да хоть после ресторана». «Да ну, Сереж, неудобно как-то», – отмахнулась Наташа. «Что неудобного? А ты хочешь опять развести этот цирк с квартирантами? Ты же знаешь свою соседку. Она всех вытерпит, а на твоих обязательно нажалуются управдому. Неужели ты не устала просто так платить коммуналку?» Устала. Сергей был прав.
у Наташи завелась доброжелательница, которая постоянно строчила кляузы на ее жильцов. Вот так за последние 3 года в квартире сменилось 4 арендатора, а толку 0. Они живут по 3 месяца, и Лена их выгоняет. Проще ее продать, чем платить по квитанциям и смотреть, как все на площадке сдают свои халупы, а наша квартира простаивает. Эмоциональная речь мужа сходилась с мыслями Наташи. Вот только что делать с деньгами? Машину новую купим, поедем отдыхать. Ты же хотела. Но, Сережа, разве это равноценный обмен? Была квартира, а потом стала машина и поездка куда-то на море? Нет, я так не согласна. Да тьфу, корова! Выдал муж, а Наташа обмерла. Корова глупая, раскорячилась. Такую пробку создала. Видно же, что ездить не умеет. Он тыкал пальцем куда-то в лобовое стекло, а Наташа, кажется, все поняла. Знаешь, Сережа, тебя за последний месяц словно подменили. То мне на фитнес надо, то блонд обновить, то квартиру мою ты не знаешь, как продать, завопила Наташа. Ты на что намекаешь? Уставился на нее Сергей. «Осторожно!» – закричала Наташа, а муж резко ударил по тормозам, едва не врезавшись в ехавшую впереди машину. Наташа закричала, выронила сумку из рук. Все содержимое разлетелось по салону. «Растяпа!» – выругался муж. «Не могла посидеть спокойно 5 минут». Он свернул на парковку ресторана и вышел из машины приветствовать гостей. Наташа бросилась судорожно собирать мелочи где-то у себя под ногами. Она не хотела позорить мужа. Вдруг она вытащила из-под сиденья какой-то необычный предмет. Фиолетовая заколка со смешным бантиком горела в Наташиной руке. Она все сразу поняла. В одну минуту коварный замысел ее мужа стал ей ясен. «Квартиру мою продать захотел. Я тебе устрою, рыжий гад», – прошептала Наташа. Сергей вернулся в машину и прикрикнул, чтобы жена шевелилась быстрее. Находку она забрала с собой, ничего не сказав мужу. «Знаешь, Сереж, а приводи своего покупателя», – выдала Наташа. «Хорошо, только давай после ужина все обсудим», – сказал муж и подошел к своему начальнику. Гости пили, веселились. Только Наташе было неспокойно. Она рассматривала коллег мужа и пыталась понять, кто же из них хозяйка заколки. К их столу двигалась молодая блондинка из числа опоздавших гостей. Она показалась Наташе знакомой. «А вот и наша Верочка, красотка», – проговорил какой-то мужчина с работы мужа, сидевший рядом с Наташей. Вера формально и сдержанно поздравила Сергея и пошла к остальным гостям, уселась спиной, так что Наташа ее толком не рассмотрела. Пара держалась очень холодно на людях, а Наташа уже придумала план мести для муженька. После банкета Сергей был в никаком состоянии, поэтому показ квартиры отменился. «Дай-ка мне телефон покупателя, Сереж. Я сама договорюсь с ним, чтобы ты не устал», – попросила его жена. «На, я уже все сделал за тебя, а ты, как обычно, только у холодильника торчишь, и никакой пользы от тебя, Наташа. Я ему уже показал квартиру, пока ты на работе была», – пьяно говорил муж. «Даже так? Ну ты мастак, Сережа. Спасибо тебе, родной». «Должна будешь. Ему все понравилось. Цена отличная. Хоть завтра готов забрать. И сразу в автосалон поедем. Мне машину надо», – проговорил муж. «Хорошо, хорошо. Будет тебе машина», – ответила Наташа. На утро у Сергея так болела голова, что он пролежал в кровати почти до обеда. «Ты где? Купи мне чего-то от похмелья», – просил он жену. «Ой, я без кошелька вышла», –
Соврала Наташа. «Никакой пользы от тебя, Натусь!» Сквозь зубы процедил Сергей. Наташа встретилась с потенциальным покупателем и обсудила с ним все моменты предстоящей сделки. Для нее стало шоком то, что муж уже почти месяц всем показывал и предлагал ее квартиру. На работе всем говорил, что это его собственность. Он немного преувеличил, краснела Наташа. «Хозяйка я, и я рада, что вы готовы ее купить». В подъезде за всем происходящим уже наблюдала Елена Юрьевна, выставив свой длинный нос из соседней двери. «Что, продаешь свою квартиру? Наконец-то! Приедут нормальные люди, а не твои гадюки. В подъезде устроили черти что. Вот это, последняя, рыжая гадина, перекрасилась в белый цвет, и думала, я ее не узнаю. Так она сюда с твоим соколом Серегой приходила». «Не поняла», – озадаченно сказала Наташа. «Чего ты не поняла?» – растянулась в улыбке Елена Юрьевна. «Твоя квартирантка Верка приводила сюда твоего муженька. Ты хоть что-то видишь у себя под глазами, Натаха?» Получается, вчера в ресторане Наташа ее не узнала. Девица ловко устроилась на работу к ее мужу, точнее, это Сергей ей помог. Наташа стояла и буквально обтекала от стыда, а покупатель кашлянул и сказал, что подождет ее внизу, чтобы не слушать, о чем они говорят с Еленой. Собственно, все было уже сказано. Вероника жила у Наташи всего месяц. Из-за постоянных шумных компаний Елена Юрьевна ее особенно не взлюбила и вызвала сначала управдома, потом наряд. Короче, Наташу все так достало, что девушку она выгнала, а Сережа ей в этом помогал. Но она и подумать не могла, что у мужа и Веры Вероники может быть что-то большее, и они могут общаться после того разгромного скандала. Оказалось, что Сергей давно пользовался квартирой Наташи и не только для того, чтобы помочь жене ее продать. Это было местом встреч, а Наташа и не знала. Но злая соседка, сама того не желая, открыла ей глаза. Домой Наташа вернулась в хорошем настроении. С покупателем она уже договорилась, откладывать сделку не было причин. Наташа обрадовала мужа. «У меня будет новая машина. Наташа, ты просто супер, умница. Хотя это же я все сделал», – подбочинился рыжий сокол. Сделка состоялась через неделю. Покупатель внес деньги, а Сергей уже потирал руки. За эту неделю Наташа видела мужа пару раз. То он на работе уснул, то в машине, а то и вовсе поехал ночевать к своей маме в другой район. Празднование дня рождения, которое было намечено на эти выходные, Сергей отменил и родню предупредил сам, чтобы они не приезжали. Наташа понимала, что любовь захлестнула ее Сережу, но она смирилась и приготовила ему достойный подарок. Только Сергей пока не знал, что за всем этим кроется. «Наташа, когда будет машина? Ты квартиру продала уже 2 дня назад», – с нажимом говорил Сергей. «Будет все, не переживай. Что ты так? Как дела на работе?» – говорила жена. «Ты прости, я же всю эту неделю пропадал. Все вечера там, пахал как конь. Даже не было сил с тобой поговорить», – извинялся муж. Он помолчал минуту, а потом выдал то, что Наташа и так знала. «Надоели мне твои борщи. Ухожу от тебя, прости. Но твою квартиру придется поделить пополам». Она смотрела на своего моложавого Сережу и не поняла, когда ж она проглядела все эти изменения, как упустила его. Но теперь было поздно что-то менять. Сережа посягнул на квартиру мамы Наташи, и это простить она не могла.
Хорошо, что ты сам это сказал. Сереж, я хотела тебе вручить твою долю от стоимости моей квартиры. Думаю, ты сможешь распорядиться этим правильно, сказала Наташа и подала мужу какой-то большой сверток. Ты в своем репертуаре. Могла бы в банк меня пригласить. Там бы я снял нормальные купюры, а не так, в какой-то бумажке. Наташа, а тут не маловато ли? Что-то легкий конвертик. Сергей вертел конверт в руках, потом замолчал. «Открывай, не томи», — улыбалась Наташа. «Тут нет денег. А это что за ерунда?» Сергей вытащил исковое заявление о разводе и заколку своей Вероники. «Это твоя доля. Всем остальным я распорядилась, как посчитала нужным», — сказала ему жена. «Заколку передай моей квартирантке. Скажи, что она глупая девочка. А ты копи на квартирку для вас. От этой ведь тебе достанется всего лишь половина, по закону. Вряд ли вы будете ходить по ресторанам с твоей-то зарплатой». «Не твое дело. Машина моя. Ах ты, мелочная склочная бабенка, Наташа!» — выпалил муж, шаря глазами по бумажкам. Наташа рассмеялась. Сергей так увлекся своим новым чувством, что не заметил то, что происходило у него под носом. А Наташа избавилась от балласта в виде квартиры, ведь та соседка и ей бы спокойно не дала жить. А покупатель все перевел ей на отдельный счет, который она специально открыла для этой сделки. Ведь добрачное имущество не делится так же, как и деньги от его продажи. А еще избавилась и от предателя мужа. Сергей все еще не понимал, что произошло. Хотел даже кинуться на жену от злости, но та пригрозила ему. «Спокойно, ты свой выбор сделал, теперь отвечай. Твою машину мы разделим. Распишись вот здесь, что я вручила тебе копию иска. Или почтой отправить?» — спросила жена, но Сергей согнулся и пошел в комнату, так ничего не ответив. Свои вещи он забрал позже, временно переехал к маме и жил там до развода. Но это было позже, а пока он схватил телефон, свой рабочий портфель и пиджак и устремился на выход. «Молчишь? Тогда вон дверь, Сережа. Беги скорее, тебя никто не держит. Вот только надолго ли вас хватит?» Злорадствовала Наташа, глядя вслед уходящему мужу. Наташе было обидно, больно, но, как известно, такое не прощают. Предавший один раз предаст снова. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.